Ваше здоровье. О, да. Маринад лютый. Вкусно. Это вкусно. И вот еще, что можно еще сказать, допустим, у корейцев. Корейцы любят все есть с пылу, с жару. Чтобы было только вот, то есть, допустим, вы обращали внимание, когда, например, суп приносит какой-то, он обязательно кипит. Ну, если это не летний суп, да, он обязательно кипит. И вот эта посуда, глиняная, да, глиняная вот эта керамическая посуда, чтобы максимально долго сохранялась температура. Чтобы максимально долго было блюдо горячим. Миско, например, миско жарится, вот чтобы оно было с пылу, с жару. То есть не как у нас. Мы, допустим, мясо, да, мясо пожарили на сковородке, ну, положили его в тарелку, и все. Оно там, слушай, оно там уже остыло 10 раз, и мы типа его едим. Ну, так корейцы так есть не будут. Все должно быть вот прям с пылу, с жару. Чтобы это было горячее. Как мне в комментарии пишут корейцы, типа, если ты можешь есть вот так вот, ну, просто горячее, типа, значит, ты уже кореец. На самом деле, когда вы берете вот прямо с огня, мяско, допустим, кусочек мяса, это реально, это очень вкусно. Оно вот самое вкусное, когда оно с огня. Разве нет? Вот в этом плане, я считаю, очень правильно. Вот эти все штуки у них специально придуманы. Барбекюшницы, вот эти все. Мясожарки там и так далее и тому подобное. Но скорее сейчас вроде потеплело. Сегодня что у нас? Сегодня у нас 9 февраля. 9 февраля. Февраль обычно в Корее такой ветреный такой месяц. Ветра. Ветра. Но довольно-таки уже тепло. Плюс 4, плюс 5. Хорошая погода. Насколько корейцы любят мясо? Слушайте, ну вот, а кто не любит мясо? Скажите мне, пожалуйста, кто мясо не любит? Вот я знаю, вот по мне, ну опять же, это мой личный жизненный опыт. Если бы меня спросили, какой народ, да, народ какой страны по поеданию мяса номер один, я бы без задумия ответил, что это казахи. Казахи по поеданию мяса номер один. Ну потому что, я говорю, я не видел
Я не видел людей, которые едят больше мяса, чем казахи. Казахов в Корее, конечно, много. Всем огромный привет, кого, как говорится, кого я знаю, казахов. Тоже ребят много, на пути своем встречал. Духовитые, хорошие парни. Воспитанные, кстати. Это, знаешь, когда начинают еще вот опять судить, там, по нации, ну, допустим, кто-то где-то там накосячил, кто-то где-то там некрасиво себя повел, какое-то видео попадает в интернет, и, допустим, я, к примеру, допустим, он там казах, и начинает поливать грязью всю нацию. Но так же неправильно. Это же вот индивиды вот такие, как их назвать-то, блядь, полавковые. Конченые вот такие, в каждой нации есть, которые не умеют себя вести вообще в обществе, не умеют себя вести по отношению, допустим, к женскому полу, да, не умеют, вот, я не знаю, как их вообще воспитывали и как они доросли вообще до такого возраста. Ну, конечно, абсолютно неправильно, когда один человек, который накосячил какой-то вот определенной нации, и начинают, блядь, вот полоскать всю нацию из-за этого человека. Также про русских. Про русских много чего можно говорить. Много можно говорить, там, что русские там алкаши, да, там, опять же, вы не имеете права так говорить, потому что вы говорите таким образом за всех, за всю нацию. Вы знаете, сколько в России достойных, хороших спортивных ребят, которые, мы не будем сейчас опять тут при помощи силы там что-то говорить, да, там, но я в том плане, что которые к алкоголю имеют резко негативное отношение. Много таких людей. Я знаю много таких парней, которые всю жизнь на спорте. И вот, допустим, если он услышит про то, что типа русские все алкаши, как думаете, каково ему будет? Конечно, ему будет неприятно. Нет, когда вы говорите за кого-то, надо говорить вот за конкретно какого-то персонажа. И то надо очень осторожно, потому что вы должны 100% располагать фактами о нем, да, к примеру. Сейчас интернет тоже такая штука, когда говорят, вообще не думают про то, что говорят. С одной стороны, это хорошо, потому что интернет все помнит, да? Оттуда не сотрешь, не удалишь. Если надо что-то кому-то предъявить, вот, пожалуйста, видео. Как ты не говорил? Как это ты не говорил? Вот смотри, ты говорил. Да? В этом плане хорошо. Можно спросить с любого. Поэтому вот мне нравится, когда, допустим, какие-то хейтовые комментарии какие-то приходят, когда обычно у людей вообще закрытый профиль просто. Без фото, без всего. Вот вот скажите мне, насколько нужно быть неуверенным в себе, да, наверное, человеком, когда у тебя вот такой скрытый профиль, без фотографии, но когда ты, блядь, в каждой бочке затычка, когда ты пишешь комментарии там под всеми видео и всех налево и направо обсираешь. Вот кем надо быть? Ответьте мне, пожалуйста. Я специально сделаю видос на эту тему. Ответьте мне, пожалуйста. И вот еще один момент. Я в ТикТоке одно видео там залетело там очень хорошо, и именно на корейскую аудиторию, на хангукскую аудиторию.
И слушайте, вот там больше 500 людей написало, вот вы не поверите, ни одного хейтового комментария. Больше 500 людей, представляете? Ни одного хейтового комментария. Как думаете, это о чем говорит? Это опять же вот про культуру, про то, что про человечность, что ли. Почему вот только, опять же, я не говорю за всех, я говорю за отдельные персонажи. Почему только от русскоговорящих приходит негатив? Хотя вы знаете, с другой стороны, вот эти хейтеры, спасибо, я, кстати, спасибо хочу сказать, спасибо хейтерам, потому что хейтеры тоже, они вносят свою вот эту лепту в разгон видео. Они помогают алгоритмам разгонять это видео. То они тоже делают свою работу, хотя они этого не понимают. Устраивайте еще больше трача. Устраивайте еще больше трача под видео. Окей, ребята. Но все равно у меня стоят все равно фильтры. Раньше как-то я как-то прям, близко к сердцу принимал вот эти все комментарии, особенно хейтовые. Это тоже такой один из моментов таких серьезных, когда человека могут сломать. Серьезно. У меня были такие знакомые, которые тоже начинали заниматься каким-то блогерством, да, что-то записывали. И потом просто там, сколько их, я не знаю, там, их по пальцам там одной руки, может, двух рук перечесть, появилось там 5 человек у него, которые постоянно под каждым видео пишут ему, гадости всякие. И он это видит, и его это ломает. Представляете? И все. Он говорит, не, все, я прекращаю заниматься. И вот эти 5 хейтеров, вот этих гребаных, они победили, получается, вот этого человека. Бред. Полнейший бред. Я слушал здесь тоже одного чувака, такой, мотиватор такой. Он рассказывал про то, что почему, друзья и близкие, почему не ставят лайки. И я задумался, слушайте, вот у меня тоже был такой момент. В том плане, что вот когда я был замкнут в себе, когда я не принимал себя такой, какой я есть, когда я хотел выглядеть в соцсетях, я хотел выглядеть, конечно, там круче, богаче там, и так далее. Действительно, поставить лайк какому-то, какому-то человеку, не то, что он тебе там родной, близкий, нет, просто человеку, которого ты знаешь уже очень давно, там, с далеких времен, в родном городе, там, знаешь. Почему тебе ему не поставить лайк? Там, в истории где-то, в посте в каком-то, в соцсети, в соцсетях, он же у тебя есть в друзьях, ты же на него подписан. Почему тебе при просмотре публикаций, почему тебе не ставить лайки вообще всем, на кого ты подписан? А зачем ты на них тогда подписан? Чтобы завидовать? Или наоборот, чтобы быть, посмотреть, какая у него жизнь, какая у тебя, и сказать, о, я-то круче. Для чего? Или, не дай бог, от твоего лайка этот человек, там, станет популярным? Этого ты боишься? Серьезно. Я задумался над этим вопросом, когда я проработал все это сам с собой. Я вообще начал ставить лайки вообще всем. Ставить лайки, там, комментарии, потому что я понимаю, как работают алгоритмы. Когда человек набирает комментарии и лайки, то есть это, конечно, это продвигает его профиль.
Поэтому я хочу обратиться ко всем моим знакомым, которых я знаю уже очень-очень много лет. Ребят, давайте жить дружно, давайте уважать друг друга, давайте друг другу ставить лайки, писать комментарии и просто радоваться друг за друга, что мы живы, здоровы. Я смотрю на ваших ребятишек, какие они растут, умненькие, здоровенькие. Я смотрю на вашу жизнь, как вы там работаете, как вы отдыхаете, как вы там играете со своими домашними питомцами. Мне это все нравится. Почему? Просто потому, что я вас знаю очень-очень много лет, что я вас знал еще, как говорится, в прошлой жизни. Вот поэтому я просто вам ставлю лайки и делаю комментарии. Ну и, конечно, за хейтеров. За хейтеров и за тех, кто не ставит лайки и не комментирует. За вас я тоже выпью. За ваше здоровье. Чтобы, не дай бог, с вами что-то случилось. Блин, здесь вообще большая кость. А, вот она какая. Напоследок, что хочу сказать. Я подумал, что уже аудитория кое-какая подсобралась. Нас уже, слушайте, мы перевалили за 500 человек в Ютубе. Вот. Каждому из вас, конечно, отдельное спасибо. Я думаю, буду рассказывать, буду также кушать, буду рассказывать какие-то истории из своей жизни в Южной Корее, потому что на самом деле историй очень много. Лет очень много тоже, и историй очень много, которые нужно просто вот так вот посидеть, повспоминать. И я думаю, людям, которые на меня уже подписались, я думаю, им будет интересно послушать. Потому как истории, много мотивирующих историй, просто может быть для личного опыта, для какого-то. Я думаю, все равно это будет полезно послушать в любом случае. С вами был Злой Кинг Леон. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы на моем канале. Спасибо, что поддерживаете меня. 26-й год я хочу ворваться все-таки. Ворваться в, как это назвать там? Прям вот, чтобы конкретно уже называть себя, допустим, блогером. Выйти на монетизацию, да, и так далее. Выпью за своих первых 500 подписчиков. Будьте здоровы. Берегите себя и ваших близких.
Всем пока.